Всем привет, меня зовут Юлия Гендина, вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Ну что ж, это третий выпуск из рубрики «Что там у Юли?», где я рассказываю о своих рукодельных делах, о наших с вами чатах, о ваших там работах, в общем, обо всем, что окружает меня в последние дни. Что нас ждет в этом выпуске? Ну, во-первых, покажу вам какие-то свои небольшие продвижения в новом мозаичном проекте. Это плед объемный, с объемными такими фигурами. В общем, вы увидите все. А дальше что? Я связала снуд. Холодно, зима диктует свои правила, поэтому тот самый простой снуд, покажу вам его. Довязала варежки из носочной карачаевской пряжи, то еще удовольствие было. Что еще? Покажу, естественно, ваши работы, там есть очень интересные, особенно подушка без корню, мне очень понравилась. Ну и отвечу на ваши вопросы. Ну что, поехали. Спасибо за ваши отзывы про плед, который я вам показывала в прошлом выпуске. Это мой новый мозаичный проект, но не могу похвастаться большими успехами в продвижении. Много параллельных проектов и вяжу немножко, буквально по чуть-чуть, но, знаете, это тот случай, когда хочется побыстрее увидеть результат. Мне хотя бы еще один раппорт по вертикали, чтобы увидеть эти объемные фигуры, но я думаю, что вам они уже сейчас видны. Я выбрала такой объем диагональный, то есть если вы присмотритесь, это такие кубы, у них две боковые грани, одна из вертикальных полос, другая из клеток, а верхняя грань в виде ромба, но на самом деле, когда они складываются объемно, да, в объемную картину, то этот ромб, он фактически превращается в верхний квадратный, то есть в верхнюю квадратную крышку. Всегда говорю, что объемные узоры, они, конечно, магические. Это не просто геометрия, но это, знаете, как в детстве, когда, может быть, вам тоже, как и мне, покупали в киосках такие картинки, на которые смотришь, и они сначала показываются с одной стороны, а потом начинаешь их немножко так поворачивать, и они раз, и уже по-другому совсем предстают. И я любила найти вот эту грань, где еще картинка не совсем меняется. Так и здесь. Конечно, такие пледы, такие подушки хочется рассматривать. И когда это объемное большое полотно, то, безусловно, будет шик, блеск и красота. Но надо взять себя в руки, отложить, может быть, фильмы какие-то, которые надо прямо смотреть, выбрать фильмы, которые можно слушать, и продолжить ускоренно вязать этот плед. Надеюсь, что к следующему выпуску смогу показать вам больше. Ну что, волшебство монтажа, и вот я уже в теплом снуде. Да, вот такой он, в 2 оборота. Пряжа меринос с чем-то там еще, поэтому он мягкий, теплый. Давайте посмотрим, как он выглядит вблизи. Вообще классная конструкция. Идея в том, что не нужно заморачиваться по поводу размера. То есть мы просто вяжем вот так вот горизонтально полоску. Это столбики с накидом, но это резинка, видите? То есть это поперечная резинка, то есть мы вяжем столбики с накидом, но за дальнюю стенку каждый раз. Обычное поворотное вязание крючком, но поскольку мы вяжем вот так вот горизонтально, такую вот полосу, а потом где-то тут, уже не знаю где, ее соединяем в итоге, чтобы получился такой кольцевой снуд, то когда мы его потом носим, кажется, ну то есть есть ощущение, что это полотно вязаное спицами. Вот из-за этой вот фактуры. Ну и кроме того, из-за того, что она резинка, она ложится отлично, полотно струится, в общем, красота. Почему я говорю, что не надо париться про размер? Потому что мы вяжем просто эту полоску до тех пор, пока нам недостаточно оборотов. То есть можно связать в 1 оборот, тогда полоска будет не широкая, да, не длинная. Можно связать в 2 оборота, как я. У меня здесь полоса, по-моему, 100 с чем-то, 110, по-моему, сантиметров. То есть сейчас вот она в сложном виде, в сложном она, соответственно, здесь 55. Высоту как хотите можно делать. Ну, то есть я вот здесь связала, по-моему, 30 с чем-то. Насколько вы хотите, чтобы высоко доходило до подбородка и так далее. Самое простое, что ни на есть вязание, и самый крутой результат. Варежки зимой тоже вещь очень нужная, но только никогда не связанная из носочной карачаевской пряжи. Впрочем, мне и нужны были именно такие прочные, неубиваемые и такие вот смешные. Смотрите, какие они удивительные. Ну что, показываю странные варежки в деле. Почему они странные, я вам рассказывала еще в прошлом выпуске, что там у Юли. Вот они у меня довязаны. Вообще классные, непродуваемые, явно неубиваемые.
теплые варежки. Вот это вот я что-то не удержалась, думаю, надо что-нибудь вышить. Помните, мы с вами в комбо-курсе по шапке и варежкам спицами? Мы как раз с вами там вышивали, я решила вспомнить былое. Не знаю, что это, странный рисунок, но я хотела вам сказать, что если вам лень заниматься жаккардом, то вы можете связать однотонную какую-то вещь и по ней вывязать потом рисунок. Это несложно совсем, чем-то на вышивку смахивает. Вот такие вот. Ну что, в очередной раз скажу, что карачаевская пряжа насоченная, а это она, все-таки не самый лучший вариант для варежек, только если вы, как я, не хотели бы неубиваемые такие вот, непротираемые и действительно теплые. Они немножко колятся, сама фактура полотна жестковата. То есть все-таки, если вы вяжете для себя и понимаете, что вы будете носить аккуратно, ну, конечно, надо взять более мягкую, приспособленную для этого пряжу. Ну, а если, повторю, вы хотите такие, пусть не очень эстетичные, но кондовые варежки, то вот, пожалуйста, карачаевская пряжа. Продолжаю вязать разные носки. У меня в работе сразу несколько пар. Одни из них я вам показывала в прошлом выпуске, те, что из регги, на которых я хотела попробовать клин подъема. Смотрите, что получилось. Показывала вам в прошлом выпуске носки. Они у меня продвинулись сильно. Помните, я говорила, что хочу попробовать пятку-бумеранг с клином подъема. То есть необычно, как мы вяжем с вами в носочной тусовке, а с клином подъема. Попробовала, несложно. Вот он у меня тут небольшой, буквально. Вот он, красава. Единственное, что я хотела бы сказать, что если вы, как я, любите не сильно заморачиваться все-таки, то я вам рекомендую вывязывать клин, сначала прибавив петли, потом вывязывать уже пятку-бумеранг и потом их убавлять. Потому что иногда вяжут, я бы даже сказала чаще всего, сначала вяжут небольшую стенку пятки, потом вяжут сам бумеранг, и потом по правой и левой стороне этой стенки набирают петли, чтобы потом их убавить. Так вот, мне муторно довольно набирать их там по бокам, эти петли. Вот, поэтому я нашла способ, при котором сразу нужное количество петель прибавляется, потом вяжется пятка, и потом они убавляются, образуя вот такой вот клин. Повторю, клин подъема нужен не всем. Более того, на самом деле, если вы вяжете из носочной пряжи, которая прекрасно тянется, то с пяткой-бумеранг никакой клин там будет не нужен. Но если вы хотите связать универсальные носки, которые будут подходить всем, особенно если вы вяжете вслепую, ну в смысле примерить нельзя, то, конечно, клин подъем это дело такое безопасное. Пряжа меня полностью устраивает, конечно, большое тактильное удовольствие. Это регия твид, разорилась я на моток. Мягкая, приятная, шестиниточная. Вот, поэтому я взяла чуть толще спицы, чем обычно. Клевая. Я думаю, что на 2 пары мне хватит, на самом деле, этих мотков. Вот, вот такая вот. И, ну, вот у нее вот эти крапинки проявляются. Цвет, не знаю, как он передается, это горчичный, ну, с такими вот темными вкраплениями. Все, дело за малым. Я уже перешла на верхнюю часть. Сейчас немножко еще провяжу лицевой гладью и дальше перейду на резинку. Большое, конечно, удовольствие. Рекомендую вязать носки в дороге. Места занимает мало, удовольствие море. Я благодарю всех, кто поддерживает меня на платформе Boosty, кто становится моим доном во ВКонтакте. Это, правда, очень ценно для меня. Я стараюсь все время выкладывать для вас туда что-то новое. Большое спасибо всем, кто на Boosty вкладывает в мою будущую камеру для съемки видео. В общем, правда, большое-большое вам спасибо. Вчера вечером я, кажется, дорисовала схему, о которой давно мечтала. Она давно у меня сидела в голове. Я одно время очень увлекалась палестинской вышивкой. Ну, как увлекалась? Она мне часто попадалась в Пинтересте, и я рассматривала прям вот эти картины. В основе лежит вышивка, но на самом деле это плитка. То есть этой плиткой выкладываются, естественно, там полы, там стены. В ней много цветов, но главное не это. Там из центра обычно расходятся такие вот квадратики разного размера и разных рисунков. Я соединила это в голове с пэтчворком и очень хотела этот пэтчворк уложить в мозаику из центра. Но проблемно было уложить вот эти квадратики по всему периметру, чтобы они четко были, во-первых, разного размера от ряда к ряду, а во-вторых, чтобы они четко укладывались в нужные размеры квадрата большого. И вот вчера мне это удалось. Первыми, кому я покажу эту схему, это будут как раз мои подписчики в ВК, Доны, и мои платные подписчики на Boosty. Я вам ее положу, как только все там дорисую, расставлю крестики. А потом, через какое-то время, мы с вами вместе будем со всеми остальными уже ее вязать.
Поэтому ожидайте, в ваших лентах она вот-вот появится. Теперь давайте посмотрим, что происходит в наших с вами чатах. Всегда вам говорю, показывайте свои процессы. Не дожидайтесь, пока вы довяжете ваш большой плед, чтобы насладиться потом нашими восторженными отзывами. Покажите его в процессе. Зачем? Во-первых, это придаст вам сил, и вам точно захочется его закончить. Во-вторых, мы вам накидаем кучу всяких комментариев. В-третьих, мы посмотрим, мы все 4000 участников чата по нескучному пледу, мы посмотрим, как можно работать с цветом, как сочетаются узоры на вашем примере. Неважно, хорошо это или плохо, удачно или неудачно, но это для нас будет еще одна возможность, не пробуя самим, посмотреть, как это сработало у других. Поэтому чем больше мы с вами будем выкладывать своих процессов, тем лучше. Спасибо большое за это фото Наталье. Взрыв поистине произвел проект Ирины. И не только из-за своего пледа прекрасного, но и из-за подушки. Но давайте по порядку. Давайте рассмотрим сначала плед. Большой двуспальный плед, обрывная прямая мозаика. Здесь интересно что? Ну, во-первых, беспроигрышный, конечно, выбор геометрического узора. Это большая геометрия, красота. Вы можете найти этот узор в книге. Дальше, ручной градиент. Обожаю ручной градиент, вижу, что вы тоже любите. Это когда мы растягиваем немножко цвета. То есть он не просто полосатый, а один из пары цветов переходит на следующую пару. Таким образом мы как бы получаем такой градиент, но ручной. Обычно это хорошо работает на 3-4 цветах. Обратите внимание на бахрому. Это, конечно, работа гигантская. Можно, и я все время так и делаю, оставляю бахрому, как она есть, просто немножко подравниваю кончики. Но Ирина пошла дальше и закрутила их все. У меня на канале в YouTube есть видео, как закручивать бахрому. Я не решаюсь на такой подвиг. Ирина решилась, и, в общем, посмотрите, как круто смотрится. Ну и подушка. Подушка, видите, она такой необычной формы. Это бескорню. Погуглите бескорню, это такие маленькие обычные игольницы делают. Там в основе вышивка, но интересен сама конструкция этой бескорню, потому что там надо умножить углы и стянуть центр, чтобы получилась такая интересная форма. И вот Ирина поэкспериментировала как раз с мозаичной подушкой и придала ей вот эту вот конструкторскую форму. Получилось очень круто. За всей технической информацией приходите к нам в чат по нескучному пледу, там Ирина все описывала. Работа Галины из чата по снежинкам. Снежинки – это курс такой 3 в 1. Мы собрались в отдельную группу, где вяжем снежинку новогоднюю по кругу из центра и в виде большого центрового полотна, где снежинки расходятся по периметру. А в данной работе мы как раз наблюдаем вязание по кругу. Это наволочка для подушки. Весь фокус в том, что она инверсивная. То есть, с одной стороны подушки снежинка белая на красном фоне, а с другой стороны красная на белом фоне. Достигается это с помощью мозаичной инверсии. То есть мы продолжаем вязать по кругу, просто мы в определенных местах меняем нить. И здесь главное, конечно, не запутаться и всегда помнить, в каком вы ряду, потому что мозгу нужно какое-то время, чтобы привыкнуть, что мы одновременно вяжем 2 стороны зеркальные. Ну и вот Марина выложила в той же группе свою законченную работу по снежинкам в виде пледа. Марина вязала эти снежинки обрывной мозаикой, то есть можно центровой. Этот узор позволяет диагональным линиям не ломать себя. Но Марина выбрала путь прямой мозаики, и смотрите, как получилось снежно, нежно и очень по-зимнему благодаря подбору цвета. Далее возвращаемся обратно в чат по нескучному пледу и видим прекрасную работу Ольги, в основе которой лежат домики. Вы все знаете эти домики, схему к ним рисовала Аня Мороз, можно у нее попросить. А в данном случае Ольга сочетала эти домики с звездным небом и вот с месяцем. Получилось очень прикольно. И внизу еще елочки, в общем, целая такая картина. Ольге спасибо большое. Работа Татьяны с совами. Сов очень люблю. У нас с вами есть отдельный чат по совам. Там целое семейство разного размера для ваших разных задач. Спасибо Татьяне за то, что поместила этих прекрасных сов в такой дивный плед. И переходим в группу по кельтам. Кельты – это курс, где мы с вами вяжем интерьерную пару. Плед плюс подушка. Мы помним все Татьяну и ее прекрасную корги. И вот очередной нам
Очередное прекрасное видео готового пледа и подушки. Подушка тоже инверсивная. В этом курсе, чтобы подушку немножко облегчить, мы сделали с Ириной, с моей коллегой по этому курсу, мы сделали эту подушку проще и оставили на ней маленький в углу кельтский узор, чтобы как раз дополнять и оттенять плед. Спасибо Татьяне. Ну а теперь переходим к моей любимой рубрике «Вопрос-ответ». Спасибо за ваши вопросы. Я их беру в основном из YouTube. Там максимальная активность. Все читаю. Для выпусков выбираю такие наиболее острые вопросы или реплики, с помощью которых смогу еще раз вам пояснить те или иные моменты. Итак, первый вопрос от Елены про, в данном случае, пехорку. Смотрите, вязать можно вообще из любой пряжи. Мы с вами разбирали этот вопрос неоднократно. Вы можете пройти на мой сайт и посмотреть там статью про пряжу для мозаичного вязания. Какую брать и сколько. Небольшой спойлер. Вязать можно из любой пряжи, лишь бы вам нравилось. Но важно понимать, как вы будете потом использовать эту вещь. Если это плед, вы будете им укрываться, вы будете его стирать. Наверное, вам бы не хотелось, например, слишком долго его стирать, или слишком как-то кропотливо, или стирать его руками, наверное, вам бы не хотелось. Наверное, вам хотелось бы стирать его в стиральной машине. Может быть, вам бы не хотелось, чтобы катышки на нем много собирались, да? Может быть, вам хотелось, чтобы он был теплый или, наоборот, прохладный. То есть очень много существует нюансов. Это, знаете, я для этого сделала в книге «Цвет на крючке» такую шпаргалку. То есть я даю вам вопросы, вы отвечаете на них, и ответ итоговый. Это, собственно, какой пряжи, по какого состава вам пригодится и вам будет полезно. Так вот, начните со статьи на моем сайте. Из пехорки, конечно, можно, из пехорки вяжут. Если вы состоите в чате по нескучному пледу, наберите там в поиске пехорка, и вы увидите работы, связанные из этой пряжи. Я из пехорки не вяжу, она для меня слишком скрипучая, но это вкусовщина, субъективно, вам покажется хорошо, вам, возможно, толщина подойдет, если вы любите чуть потоньше вязать. Поэтому всегда пробовать. Если у вас есть где-то возможность попробовать образцы из нее, пощупать, начните с этого. Если тактильно нравится, то можно вязать. Ну вот в продолжение как раз вопросов по уходу за пледом. Ирина спрашивает, как вообще все это стирать. Ну, тоже зависит от того, из какой пряжи ваш плед связан. Если вы вяжете из технологической пряжи с добавлением акрила, то, конечно, стирать можно в стиральной машине, там на 30 градусах. Не ставьте большое количество оборотов, там 800 будет достаточно. Постирали, разложили на горизонтальной поверхности, все, плед высох, все хорошо. Но если вот у вас, как у меня, есть плед из дундаги, например, я его в стиральную машину не положу. Знаю, что некоторые стирают дундагу в стиральной машине, но это не я. Я буду нервничать, ночью не спать, нафига мне это все надо. Вот, поэтому этот плед я постираю руками, замочу его в тазике в прохладной воде со средством для шерсти. Ненадолго замочу, дальше руками пожамкаю, в полотенце заверну, аккуратно отожму, разложу на горизонтальной поверхности и все пусть сохнет. Так что все зависит от состава пряжи. Я кайфую, что вы учитесь вязать и понимать мозаичные схемы без крестиков, что вы учитесь расставлять эти крестики сами. Это большой успех. Это большой успех для меня лично, потому что, как вы знаете, я большой сторонник обучения. Крестики – зло. Я хочу, чтобы вы понимали любую схему без крестиков. А если вам с ними удобно, чтобы вы сами могли их расставить. Поэтому спасибо за вопрос. Я вижу, что вы посмотрели видео о том, как расставлять крестики, и вот этот вопрос связан с гобеленовой мозаикой. Да, классическая мозаика не предполагает расположение подряд нескольких столбиков с накидом. Классическая мозаика – это все-таки сеточное вязание, да, там нет подряд зашивного полотна. Но бывает так называемая гобеленовая или зашивная мозаика. Я, пардон, сама ее так назвала, то есть не то, чтобы какая-то есть официальная классификация, но просто это действительно похоже на гобелен и на зашивное полотно. С помощью такой техники можно изобразить практически любой рисунок. То есть любую жаккардовую схему можно, практически любую, таким образом связать, ну, если только по вертикали соблюдается правило 3 и более клеток вниз. Так вот, в таких схемах действительно могут быть подряд, например, 3 опускающиеся на 3 же клетки вниз, да, столбики, тогда, да, действительно будет 3 подряд столбика с накидом.
Такое может быть. Всегда помните, что гобеленовая мозаика чуть утолщает полотно за счет того, что вы фактически делаете его двойным. То есть вы закрываете несколькими подряд столбиками с накидом полотно другого цвета. Но посмотрите, опять же, в чате по нескучному пледу, работы, выполненные в гобеленовой мозаике, конечно, простор и размах беспрецедентен. Тут я могу честно признаться, я не поняла вопрос. Опять же, я рада, что вы пытаетесь разобраться. Действительно, со второго, первые и вторые ряды установочные, потому что, как я и объясняла в видео, некуда просто опустить эти столбики с накидом, даже если они по схеме нарисованы. Но почему белый нельзя провязать с третьего и четвертого ряда, я не очень поняла. Попрошу вас немножко конкретизировать вопрос. Ирина, вы знаете, честно говоря, я тоже не охотник до бахромы, я не могу много часов потратить на то, чтобы ее закрутить. Да, красиво, да, прикольно, но нет. Особенно если это плед 2 на 2, ну там... кончишься, пока будешь всю эту бахрому закручивать. Хотя мы с вами сегодня смотрели работу Ирины, и вы могли увидеть там бахрому. И если я не ошибаюсь, то Ирина говорила в чате, что она потратила на это 6 часов. Я не готова 6 часов крутить бахрому. Но, если вы хотите, смотрите видео на моем канале, где я показываю, как это делать. Большое спасибо Людмиле. Я очень рада, что теперь книга у вас в руках. И я вам очень завидую, потому что перед вами действительно откроется много-много возможностей, и оторваться будет крайне сложно. Единственное, хочу вам сказать, что это правда не страшно, что какой-то есть такой миф, что связать плед – это годы и годы работы. Но, как можно видеть в наших чатах, это настолько захватывающая техника, так поскорее хочется увидеть, как поведет себя узор, как он покажется в большом полотне, что... Поверьте, часто люди за месяц управляются, а то и меньше, с большими, действительно, двухспальными пледами. Так что дерзайте, будем рады видеть вас в наших чатах, показывайте свои процессы, советуйтесь по поводу пряжи. Добро пожаловать! Спасибо вам за такое внимание к видео по шифровке схемы. Действительно, кому-то так удобнее. Я говорю кому-то, потому что знаю, что по этому поводу есть разные мнения. Речь идет о зашифровке мозаичной схемы. Что такое зашифровка? Это когда в классическом виде представленную мозаичную схему, то есть в виде картинки там, с крестиками, например, вы можете ее переписать на листок порядно. И не просто в ряду написать, как при обычном вязании, например, крючком мы пишем, там, или там, спицами 3 изнаночных, 5 лицевых там, и так далее, а каждый вырабатывает для себя свое кодирование, чтобы себе самой объяснять, где нужно провязать столбик без накида, а где столбик с накидом. Там действительно разные у всех есть способы. Кто-то там, например, цифру побольше рисует, это значит столбик с накидом, кто-то поменьше, это столбик без накида. Я вот в этом видео вам показала свой способ, очень простой. И действительно кто-то попробовал и показал, что да, так удобнее, главное быстрее. То есть особенно если большие рапорты, быстрее их записать и уже по бумаге следить, и потом откладывается в голове. Да, вот как раз Любовь нам пишет, что если короткий рапорт 8 петель, так он действительно очень быстро запоминается. То есть его Любовь записывает, и дальше просто он, если повторяется из ряда в ряд, то очень удобно, и не надо смотреть в схему. Единственное, каждый раз не устаю говорить, что если вы пользуетесь вязанием именно в таких зашифрованным методом, все-таки не забывайте смотреть на полотно, хоть иногда. Иначе можно так углубиться и к 50-му ряду обнаружить, что картинка что-то не складывается. Потому что когда вы вяжете по классической схеме, вы эту картинку видите. А здесь перед вами только цифры в тетради. Поэтому смотрите на полотно. Наталья, да, дальше видео нет, потому что, как я и говорила в начале этого видеоролика, что я провязываю 5 рядов специально, чтобы показать детально соединение в каждом ряду. Потому что именно этот технический момент вызывает у многих затруднения. То есть целью не было показать всю снежинку, а целью на ее примере было показать именно этот ключевой технический момент. Там в описании к этому видео вы найдете всю информацию по курсу о снежинке. Это мозаичный курс 3 в 1. Мы там вяжем снежинку инверсивную по кругу, мы вяжем ее из центра и вяжем большим полотном плед. Вот, поэтому вы можете там написать мне на почту и вступить в группу. Анна, большое спасибо за вопрос. Он периодически поднимается в нашем чате, в нескольких даже сразу. Больной вопрос. Очень много экспериментов было проведено, и могу вам сказать, что по итогам этих экспериментов 2 вывода можно сделать. Первый. Есть действительно пряжа, которая косит из-за своей крутки. Тут ничего не поделаешь.
выправиться после ВТО, но не окончательно. Второе. Сама проблема косины связана в основном с лицевым вязанием. То есть если вы вяжете плед, вы вяжете его прямой мозаикой, обрывной, и само лицевое вязание крючком, оно немного способствует тому, чтобы полотно чуть уходило в одну из сторон. Как это исправить? Во-первых, можно вязать, мы с вами вяжем стабилизирующие кромочные петли, можно вязать их чуть больше, да, вот эту полоску шириной чуть больше. Можно вязать чуть плотнее, сменив на полразмера крючок, именно на кромочных петлях. Можно вязать эти кромочные петли не под обе стенки, а в раскол, что тоже укрепит и выпрямит эти полоски. Но что вам хочу сказать. У меня были пледы и с косиной, и без косины, хотя я вязала их из одной и той же пряжи. Но во всех случаях действительно влажно-тепловая обработка выровняла. То есть ни в одном пледе не было такого, чтобы я его сложила, а у него один угол. Ну, знаете, да, складывается прямоугольник, но одна сторона совсем уходит в какую-то другую сторону. Но попробуйте на кромочных петлях поэкспериментировать, попробуйте для начала вязать их в раскол, должно помочь. Вы знаете, по пулингу интересно. Действительно, я слышала иногда, что рисунок выходил сам собой. Пулинг вообще техника, в которой рисунок выходит сам собой, это правда. Просто необходим небольшой расчет в начале, чтобы потом рисунок выходил сам собой. Если у вас это получалось и без расчета, это очень интересно. Если вам не сложно, вступайте к нам в чат по пулингу и расскажите, что это была за пряжа, если вы помните. Всем желающим рекомендую наш чат. Мы там, это такая настоящая творческая группа, мы там экспериментируем в этой технике на разной пряже, потому что, как вы знаете, не каждая подходит. А более того, есть пряжа, которая подходит, она не написано, что она подходит, поэтому мы ее как раз выуживаем из такого большого пряжного мира, чтобы все знали, что да, из нее можно вязать пулинг. А бывает наоборот, написано, что для пулинга, а она так себе подходит. В общем, приходите, будем изучать вместе. Ну, реплику Ольги это не вопрос, это именно реплика я оставила специально на конец, потому что это, конечно, огонь. Тут все круто. И то, что Ольга кайфовала, и то, что она связала плед 2 на 2 за 10 дней. Это вот к вопросу о том, что страшно так долго вязать плед. Вот, за 10 дней человек связал. Это вот о чем я и говорю, что это настолько кайфово, настолько притягательно и так просто вязать, что действительно оторваться иногда невозможно. Как пазл собирать примерно. То есть можно, если ничем больше не заниматься, связать такой большой плед за 10 дней. Ну что ж, мне с вами было очень хорошо. Большое спасибо за то, что смотрели. Очень буду ждать ваших комментариев. Пишите, понравились ли вам работы из наших чатов. Может быть, вы в этих чатах уже тоже. Выкладывайте туда свои процессы. Будем обсуждать и радоваться. Спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти в ВК. Если вы еще нет, но очень хотите, то проходите в описании к этому видео, там есть все ссылки. Ну и не забудьте подписаться на мой канал в YouTube, это вам поможет не пропустить мои новые видео. Можете еще нажать колокольчик, лайкнуть это видео, чтобы больше людей его посмотрело. В общем, я буду рада любой вашей активности. Ну а я пойду вязать плед, чтобы в следующий раз показать вам его в большем размере. Пока-пока, спасибо, будьте здоровы!